Всем привет, друзья! У нас с вами традиционный вебинар "Вопрос-ответ". Поставьте какой-то знак в чат, чтобы я знал, что вы меня слышите, видите, и у нас все окей со связью. Для тех, кто у нас впервые, новые подключившиеся ученики, такие вебинары проходят регулярно. На этих вебинарах вы можете задать любой вопрос через или форму вопросов, которая публикуется в общем чате в клубе Горевицкого, или вот тут вот есть вот чат с вопросами, можно вот тут вот задавать. В первую очередь я читаю вопросы из формы, во вторую очередь я читаю вопросы из чата. Вот. И вот так вот мы работаем на регулярной основе. Э, В этом, за последние недели особенно много новичков присоединилось, поэтому наблюдайте пока, если вопросов нет, наблюдайте, какой формат вопросов вообще задают люди. Довольно разный, начиная от того, как оптимизировать рекламу и заканчивая тем, как работать с клиентами или как расширять бизнес. Так, 238 строка. Окей, и сразу, не теряя ни минуты, поехали. Дмитрий. Здравствуйте, Игорь. Дошел четвертый модуль. Можем ли мы как-то перехвачивать клиентов по другому запросу, у которого много запросов в месяц, и конвертировать в продажи? Можем ли мы как-то перехвачивать клиентов по другому запросу, у которого много запросов в месяц, и конвертировать в продажи? Как я понял вопрос, у вас есть товар или услуга основная, которую вы продаете, есть опосредованный запрос, который, ну, как это, ну, другой, как, вот как вы пишете, он не связан с вашим. Можно ли продавать? Можно продавать, если вы сможете клиенту на посадочной страничке объяснить, почему, если он искал пятна на белье, почему ему стоит обратиться в вашу химчистку. Ну, то есть логика примерно такая. Почему ему стоит обратиться к вам, если он искал что-то другое. Если вы сможете это объяснить, конечно, можно. Если не сможете это объяснить или будете просто в лоб пытаться продать, скорее всего, ничего не получится. Второй вопрос. Обязательно делать посадочную страницу или можно попробовать сделать главную страницу в виде посадочной и пробовать собирать продажи? Конечно, можно. Это ж, ну, по сути, это то же самое будет. Лендинг пейдж переводится как посадочная страничка. Посадочной страничкой может быть хоть главная, хоть любая. Если сайт из одной страницы, то главное она и есть посадочная. Так, окей. Иван. Компания запущена. Почему уже почти неделю не запускается? Иван, в модуле 5 у нас есть урок, который называется "Нет показов. Что делать?". И в этом уроке прям пошагово проверить вот этот показатель, потом вот этот показатель, потом вот этот показатель. Если не работает, проверить. То есть вы прям пошагово берете модуль 5, урок "Нет показов". Он называется траблшутинг как раз. Так, Вера. У меня давно работающий рекламный кабинет, но я новичок, владелец бизнеса. Наткнулась в рекламном кабинете, что я могу загрузить данные покупателей со своего интернет-магазина в рекламный кабинет для ремаркетинга. Вопрос, как это сделать? Вы берете, выгружаете список своих имейлов своих клиентов, создаете из этого списка CSV файл, CSV, comma separated value, что-то такое. Короче, или находите человека, который разбирается, который вам делает CSV файл. Этот CSV файл загружаете в разделе собственной аудитории Google Ads. Но а, проверьте для начала, можете ли вы на них таргетироваться. Смотрите, нюанс в том, что загрузить-то вы можете, но чтобы появилась возможность его использовать, ваш аккаунт должен суммарно 50 тысяч долларов перешагнуть порог. Если ваш аккаунт перешагнул эти траты на рекламу, то, скорее всего, все будет ок. То есть выгружаете из CRM, и откуда у вас, где у вас хранятся данные о покупателях, выгружаете, делаете CSV-файл и загружаете в разделе аудитории. Так, Владимир. Игорь, добрый день. Добрый день. Есть запрос на новые виды обучения от вас. Окей. Настройка Google Аналитики. Уже думаем об этом. Google Tag Manager. Тоже думаем об этом. Правила работы с Merchant Center. Применение чат GPT. Создание контента, создание видео.
Подумаем. Запрос вызван многими причинами: мобильностью действий, безопасность аккаунтов. Также хочется знания объединить и получить новый вид денежный, приносящий доход. Благодаря знаниям, полученным от вас и моим действиям с интернет-магазином, начали обращаться знакомые из автобизнеса. Есть нехитрая идея, оказывать им услуги по продвижению. Супер! Это та конкретная ситуация, о которой я говорю постоянно на вебинарах. Когда у человека есть бизнес, это уже, ну, еще не сотня, но десятков, я думаю, 6 людей, уже где-то 60 людей, у которых был свой небольшой бизнес или интернет-магазин, или сайт услуг, и которые настолько круто настраивали, делали рекламу для себя, что к ним начали обращаться. Вот точно помню, Евгений был, клининг у него, клининговая компания в Харькове была, и он настолько круто делал рекламу клининга, что к нему начали обращаться другие клининги, со всей Украины. И он решил вообще забить на клининг и создать рекламное агентство для клининговых компаний. Оно круто работает, оно реально приносит результаты. Вот. И тут то же самое. Это реально крутой переход. Это переход на новый уровень, когда... И знаете, что интересно? Наибольшая ценность, наибольшую ценность вы можете оказывать клиентам, когда вы сами поработали. То есть вот у вас был интернет-магазин автозапчастей, вы поняли все нюансы, и когда вы теперь открываете агентство для интернет-магазина автозапчастей, у вас просто убийственное конкурентное преимущество, просто убийственное. Вы владелец такого же бизнеса. И когда с таким конкурентным преимуществом очень легко выигрывать потом контракты с компаниями. Например, на переговорах вас спрашивают, а почему у вас стоимость услуг там $1000 в месяц, а вот у другого агентства $500 в месяц? Очень просто. В другом агентстве вашу рекламу вам будет настраивать джуниор-специалист, у которого никогда не было своего бизнеса. А наше агентство специализируется на рекламе для интернет-магазинов автозапчастей, потому что у нас свой интернет-магазин запчастей был, и мы знаем об этом бизнесе все. Все, вопросов нет, вы выиграли у любого конкурента. Круто. Так, если обратить внимание на предложения по услугам рекламы, то предлагаются настройки GA4, Tag Manager, Merchant. Ждем информацию на курсах. Будем делать. Серьезно. Аналитика и Tag Manager прямо у меня уже в голове, недавно буду их делать. Про Merchant подумаю, потому что там с чем связаны нюансы. У Merchant там слишком много тонких нюансов в разных странах. У нас ученики из 52 стран мира, ну, большинство это Украина, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция и Польша большинство. И в каждой из этих стран свои нюансы с мерчантом. Где-то запрещено одно, где-то другое, где-то меняется закон, где-то то. Поэтому уж слишком это такая тема законодательства, связанного с продуктами, уж очень она узкая. Ну, подумаем, может, как-то упакуем. Так, окей, это был Владимир. Марина, сори. Добрый день, интернет-магазин женской одежды. Средняя цена около 400 фунтов за изделие. Базируюсь в Великобритании. Международная доставка. Продаж через сайт пока очень мало, особенно через сайт. Реклама, которую без знаний и опыта настраивала сама, не работала вообще. В связи с этим сложно составить портрет целевого покупателя и качественный набор ключевых слов. Все немногочисленные покупатели очень разные. Вывод на основе всех продаж, включая офлайн и на дополнительных площадках. Есть ли приемы, как быстро понять, на какие страны и города стоит ориентироваться? Например, в Англии покупают только жительницы Лондона. Стоит ли задавать вначале более широкие настройки географии интересов потенциальных покупателей или же наоборот пробовать более точные настройки? Буду благодарен за любые рекомендации. Смотрите, в вашем случае стратегия должна быть, вам нужна как минимум одна зацепка. Вот смотрите, в Британии вы эту зацепку получили. То есть что может быть зацепкой? Конкретный город, где покупают в стране, конкретное ключевое слово, конкретная аудитория, конкретный портрет целевой аудитории, по которой можно сложить аудитории. В вашем случае, вот вы уже знаете, у вас покупают в Лондоне. Соответственно, вам нужно найти ключевые слова, по которым покупают в Лондоне. Да? Вы берете рекламу на Лондон, на ограниченное число ключевых слов, которые прямо, я просто, какой именно женской одежды, ну, к примеру, вы продаете там, не знаю, кожаные плащи. Вот прямо берете ключевое слово кожаный плащ, купите или кожаный плащ, заказать,
вот именно продающая. И смотрите, там будет мало кликов, мало показов, но вам важно добиться первых конверсий. Не бойтесь, что мало кликов, мало показов. Пусть лучше будет мало кликов, мало показов по точным ключам, чем кучу кликов по каким попало. И когда вы добьетесь первых продаж, вы увидите, вы узнаете, анализируя поисковые запросы, какие поисковые запросы продают. Дальше шаг за шагом. Проще всего, мне кажется, если в Британии, следующую Францию подключать. Этот же запрос, слово в слово, перевести на французский язык, и я бы делал таргетинг для начала на Париж. Добился первых конверсий на всю Францию. Дальше начал расширять слова. То есть вам нужна зацепка, ключевые слова, география. И ваша задача с помощью сужения географии найти ключевые слова, которые можно расширить на более широко, или с помощью широкой географии на узких ключевых слов найти города, где покупают, раз у вас такая специфика. То есть вам нужна одна точка опоры, а вторая точка гибкая. Опорой может быть конкретный город в стране, но больше ключевых слов. Или опорой может быть конкретное ключевое слово, но вся страна. И через это конкретное ключевое, вся страна, и вы исследуете, в каких городах у вас покупают. Вот такая логика. У нас есть ученик по одежде, есть несколько учеников, поищите их в группе, я не помню, к сожалению, имена, но в группе клуба Игоря Явицкого они должны быть, которые на весь мир торгуют одеждой. Я прям их помню. Точнее, я помню, что они есть, но я не помню их имен конкретных. Задайте вопрос в чате. Может, если увидят сообщения, там просто их много сообщений, отзовутся. Возможно, вам будет полезно пообщаться. И думайте о товарной рекламе. Думайте о товарной рекламе. У вас есть курс у Магия Google 4, бонус товарная реклама Google Shopping. Просмотрите его и думайте о товарной рекламе. Для интернет-магазинов товарная реклама – это круто, это важно. Анна. Здравствуйте. Интересует, как вы продвигаете свой YouTube-канал? Какую стратегию используете? Смотрите, мой YouTube-канал следующий. Вот классный вопрос. Люблю хорошие вопросы. В чем нюанс? Есть общепринятая стратегия YouTube, которая, я называю хоп, хей, ла-ла-лей. Когда задача снимать хайповые видео, чтобы YouTube тебя кому попало рекомендовал, там а-ля. И в основном эти видео там включают в них кликбейтные заголовки, типа «Как заработать $10 за 2 минуты, ничего не делая?» И херась, у тебя 100 тысяч показов, потому что 100 тысячам подростков интересно, как заработать $10, и они будут рекомендовать смотреть твои видео и лайкать. Но с таких видео вы получите кучу подписчиков, сотни тысяч подписчиков. Но покупательская способность этих подписчиков будет очень-очень-очень низко. Обычно так происходит. Это путь блогеров, которых задача на хайповом контенте получить кучу просмотров, кучу подписчиков, а дальше через монетизацию, через рекламу, через интеграцию их монетизировать. Там такая стратегия. У меня стратегия другая. У меня есть бизнес, несколько бизнесов, связанных с Google Ads, стартап, агентство, онлайн-школа, которые лежат за YouTube-каналом. Соответственно, YouTube-канал должен сам собой фильтровать неплатежеспособных людей. На YouTube-канал должны приходить люди, которые готовы становиться клиентами моих бизнесов. Соответственно, видео хоп, хей, ла, я тебе расскажу, как заработать. У меня TikTok-канал есть, я на нем набрал за пару дней 22 тысячи подписчиков, я снял 3 видео, а-ля как там что-то бесплатно сделать, и куча людей пришло, но вы же понимаете, какая аудитория приходит на видео, а-ля как бесплатно там что-то получить или заработать пару долларов. Никакая аудитория приходит. Вот. И я избрал другую стратегию. Она длительная, сложная, но, как показала практика, она эффективная. Я собрал все поисковые запросы через тот же планировщик ключевых слов Google Ads, связанные с Google Ads. Причем даже самые мелкие. Там, например, ключевой запрос «Что такое корректировки ставок по географии?» Этот запрос вводят всего лишь 5 человек в месяц. Всего-навсего 5 человек в месяц. Но я снимал видео на каждый такой мелкий запрос. И в итоге, через уже 3 года съемки почти ежедневно этих видео, ко мне приходят люди, которые говорят, и я спрашиваю, как вы там меня нашли, они говорят, какой бы мы запрос ни вводили, то есть мы вот идем по кабинету Google Ads, и что-то непонятно, мы гуглим, какой бы запрос мы ни вводили, по этому запросу было твое видео, по этому запросу было твое видео. Тут уже типа логично, что только к тебе пройдешь. То есть моя стратегия была закрыть все боли клиентов,
по всем низкочастотным ключевым словам, прямо связанным с своим бизнесом, потому что там нет конкуренции по низкочастотным. И, когда ты закрываешь по низкочастотным, то есть смотрите, если вы сразу, у вас нулевой канал, вы YouTube канал, вы пытаетесь сходу видео там, по запросу реклама в интернете запустить, например. Вы получите очень мало просмотров, ваше видео будет внизу по этому запросу. А вот если вы сначала начнете с мелких запросов, где нет конкуренции, потом все более и более частотные запросы, то вот, например, в июне мы запустили видео на моем YouTube-канале «Реклама в интернете», и оно, по-моему, второе или третье в выдаче YouTube в списке. То есть за счет того, что канал уже прокачан на менее частотных запросах. Вот такая стратегия. Алла, еще один вопрос. Запускали ли вы рекламу Bing? Да. Если да, то какие результаты по сравнению с Google Ads? Читала, что Bing Ads более выгодная, чем Google в плане вложения получения результата. Смотрите. А, Bing, да, действительно, если, смотрите, оговорка. Есть смысл думать о Bing рекламе. Bing это Microsoft, поисковая система от Microsoft. Если вы работаете на рынке США, Канады, Австралии, Новой Зеландии или Великобритании. Вот эти 5 стран – это Bing. Тогда о них есть смысл думать. Смотрите, да, действительно, реклама более выгодная. То есть там выше возврат инвестиций. Но, очень большое но. Смотрите, какое но. Привожу пример. У меня сайт, да, просто гипотетически. В Гугле я, например, вкладываю в него $10 тысяч и получаю, пусть будет $30 тысяч чистой прибыли. То есть 1 к 3, да? $1 вложил, $3 получил. 300% возврат инвестиций и $30 тысяч капает мне в карман. В Bing я буду тратить $100 и получать $500 чистой прибыли. То есть с точки зрения эффективности по ROI, Bing круче, 1 к 5. Google 1 к 3, Bing 1 к 5 будет давать. Ну, как бы круче. Но с точки зрения прибыли абсолютной, Bing это 5-7% от Гугла. То есть если Google мне дает там $30 тысяч, то Bing будет мне давать там 1,5 в лучшем случае. А время на настройку, время на поддержку, время на оптимизацию то же самое. Поэтому да, если смотреть просто по показателю ROI или ROAS, Bing круче. Но если считать свои деньги и время, которое вы инвестируете, то ну, максимум на 10% у вас будет больше продаж, но с более высокой эффективностью. Так, Григорий, добрый вечер, добрый. Из вашей практики поделитесь нюансами настройки компании с максимальной эффективностью на лидогенерацию. Какие есть отличия между работой перформанс в электронной коммерции и в сфере услуг? Ну, про настройку компании с максимальной эффективностью у нас в модуле отдельный урок PMAX компании. На лидогенерацию, ну, основная идея в чем? Основная идея в том, что ваш лендинг и ваше объявление должно быть единым целым. Это основное, во-первых. Во-вторых, у Performance Max есть очень неприятная штука именно для компаний, связанных с лидогенерацией. Это большое количество фейк-лидов. Это когда то есть вам регистрируются в воронку люди, ну, они вроде оставляют имейлы, даже телефоны, имена, но они вообще мертвые, они не реагируют на звонки. Это могут быть боты, а могут быть просто фейк-лиды, люди, которые случайно, ну, не случайно, а по глупости оставили контакты. Это большая проблема Performance Max. Причем проблема не только в том, что они тратят ваши бюджеты, а в том, что Google обучается на таких фейк-лидах. Поэтому я бы сказал, то есть вот главный нюанс в электронной коммерции Performance Max ориентируется на обратную связь в виде заказов, оплат. То есть по факту человек заказал телек, оплатил его, все, пришла конверсия, мы знаем, Performance Max эффективная. А в лид-гене мы получили лид, и мы его пока не квалифицируем, мы не можем знать вообще качество его, хорошее, плохое. Вот это основное отличие и проблема. В лидогенерации надо отдельно выстраивать систему быстрой квалификации лида и сигнала конверсии в Google только про качественных лидов, не сигнализировать о некачественных. Вот это основное отличие. Так, Григорий, если компания с максимальной эффективностью работает правило с отключением при достижении определенной суммы расходов и включении на следующий день,
Такие остановки в работе компании влияют на алгоритм работы и эффективность? Причина использования – лимит расходов в день у клиента и то, что Google на практике может улетать, превышать дневной бюджет более чем в 2 раза. Да, значит, такое свойство у Google есть, об этом написано в справке. Google говорит, что мы можем в отдельно взятый день x2 ваш бюджет превысить. Но ваш бюджет за месяц, средний дневной бюджет за месяц никогда не будет превышен. То есть, если вы ставите бюджет $100 в день, то завтра Google может списать $200. Но среднее за месяц будет $100 в день. И этого не надо бояться, это нормально. Это бизнес, это вообще штука, функционирующая волнами. И Google функционирует волнами. Это нормально. И то, что вы вручную останавливаете компанию каждый день, это плохо. Это, представьте себе ситуацию, что вы едете на автомобиле и на ходу его глушите, потому что расход большой. Вы такие едете такие, и на ходу такие, раз машину и выключили, там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот это вот примерно то же самое. Вы глушите набравшую обороты машину. Не надо так делать. Вы себе хуже делаете. Мой совет, не обращать внимания на смотреть статистику за месяц, за неделю, за месяц. Там будет все ок. Не надо смотреть статистику за день в случае с Performance Max. Поэтому, если уж сильно клиент парится, что он прямо вот его это двойной расход, просто очень сильно бесит, то лучше уже не выключать, а бюджет уменьшать там до $1 в день. Как-то так. Но я бы рекомендовал смириться с тем, что за месяц надо смотреть. Так, Ярослав. Ігор, доброго дня. Займаюсь мережевим маркетингом без зобов'язань продавати та купляти продукцію в компанії. В основному рекрутинг людей в компанію. Що можете порекомендувати по рекламі, щоб було ефективніше? У нас є свій чат-бот, на який заводимо людей, і де є пошагова інструкція. Дивіться, Ярослав, по-перше, я не знаю точно, що там в кожній країні свої правила по мережевому маркетингу і у Гугла по рекламі. Я не дуже впевнений, що з точки зору Гугла мережевий маркетинг, сетєвий маркетинг, що мережевий маркетинг це, абсолютно біла штука з точки зору реклами в Google. Я не впевнений. Тобто, дивіться, якщо ви там людям щось обіцяєте, а зазвичай мережевий маркетинг, це коли пишуть там, ви будете заробляти $2500 вже з першого місяця. Google такі штуки дико не любить. Коли взагалі про гроші, про заробіток, про легкі гроші, Google дико не любить. Тому тут треба бути дуже і дуже і дуже обережним. Це перша порада. Якщо є свій чат-бот, я би зробив лендінг, де б дуже обережно описав переваги саме цієї моделі вашої компанії і кнопочку завода в чат-бот. І от всі, хто натиснув кнопочку, їх рахувати конверсіями. От я б це порадив. Але треба бути дуже обережним. Знаєте, що Google не любить дуже, коли ви людям обіцяєте там схуднути, заробити грошей, виграти в лотерею. От щось таке, коли обіцяєте, це дуже Google не любить. Олег. Доброго вечора, Ігор. Доброго. Маю одразу декілька запитань. Як працювати із цільовою CPA у сезонному бізнесі? Чи потрібно цю ціну за конверсію постійно коригувати? Да. В сезонному бізнесі CPA, ціна за ліда, ціна за конверсію буде завжди скакати. Це правило. Міжсезоння вона буде дешевша, в високий сезон вона буде дорожча. І це от недолік приходиться завжди. В суперсезон, наприклад, це суперсезон, це, наприклад, установка кондиціонерів, і влітку, коли оце перше таки почалися дике жаріще, 35+, і всі ломляться купляти, встановлювати кондиціонери, це суперсезон. У такі періоди прямо щодня приходиться коригувати цю CPA. Це специфіка бізнесу, треба часто передивлятися. У різдвяний період що буде краще? Створити нову рекламну кампанію, релевантну до різдвяних пропозицій? Чи достатньо буде створити тимчасову групу оголошень із різдвяною тематикою? Гарне питання. Давайте так, якщо
Та сама аудиторія, та сама країна, ті самі мови, ті самі все, ну то створіть вам групу оголошень тимчасово. Якщо щось інше, створіть краще, тобто, якщо щось буде, дивіться, ідея така: якщо в цій різдвяній рекламі буде щось, що відрізняється від вашого бізнесу, що, коротше, що спотворює портрет потенційного клієнта, краще винести в окрему кампанію. Якщо, в принципі, те ж саме для тих же клієнтів так же само, то просто пишете в тій же компанії. Так, чи можна вірити статистиці аукціону, яку показує нам Google? Можна. Що там нам Google показує? Конкурентів, ну, воно дуже так усередину все, ну, в принципі, можна. Будь ласка. Так, Сергей, спасибо за вашу классную рассылку. Пожалуйста. Рассылкой многие довольны, кстати. Я ее интересный факт о рассылке. Вот кто тоже работает, вот как я, в консультационном бизнесе, интересный факт про рассылку. Я, когда начинал ее, я потратил, наверное, месяц, чтобы написать эти 100 писем. Кто не знает, на сайте есть Вицкий.ком, рассылка 21 инсайт Google Ads, и потом приходит 100 инсайтов Google Ads. Я потратил месяц, чтобы написать эти письма, и первые несколько месяцев вообще никто не подписывался. Я такой думаю, как капец, я месяц потратил зря. А потом, как начали люди подписываться, сотни, тысячи людей, и потом еще и спасибо говорят, пожалуйста. Вопрос возник на основе рассылки по теме письма «Математика. Основа рекламы». Вы сравниваете креативного человека с одной гениальной идеей и обычного человека, который генерирует 1000 средненьких идей. Не кажется ли вам, что человек, способный генерировать 1000 идей, не может уже считаться обычным человеком? Да, но, наверное, я бы тут скорректировал не гениальный, а один умный, математически умный человек, который обладает специальными, давайте так, да, тут правильно будет, сравнивать одного человека, обладающего специальными узкими знаниями, и человека, не обладающего ими, но генерирующий 1000 человек. Сколько идей в проекте за месяц генерируете вы? Вы же поймите, что если мы говорим о проектах, идеи могут быть разного уровня, начиная, ну, то есть идея может быть глобальной, а не совершить ли нам пивот, не повернуть ли нам, а давайте вообще продавать не товары, а услуги, а давайте вообще выйдем на новую страну. Идеи могут быть стратегического уровня, а давайте попробуем новую рекламную кампанию, новую рекламную стратегию, новое ценообразование. Тактического уровня могут быть, например, а давайте подумаем, как нам группу объявлений по-другому перетасовать, а давайте в объявлении такой заголовок попробуем, а давай вот такое. То есть тактического уровня, ну, сотни точно могу генерировать за одну консультацию. Ваши идеи опираются на прошлый опыт или вы больше доверяете текущей статистике и аналитике? Важная особенность, чтобы рассмотреть в череде цифр статистики и аналитики предпосылки идеи, нужен большой прошлый опыт. То есть я бы сказал комбинация. А если вы больше доверяете полученным данным, то зачем тогда нужно копить опыт? Вот для того, чтобы распознавать. То есть когда вы без опыта смотрите на данные, вы такие, ну типа, ну данные, цифры, тут больше CTR, тут больше конверсия, тут больше еще что-то. А когда у вас есть опыт прошлых проектов, вы накладываете этот опыт на новые знания, такие, ага, вот тут паттерн проявляется вот такой, тут лучше отсеять еще на этапе объявления людей. То есть логика такая, вы накладываете опыт на свежие данные. Так, продолжаем. Олег. Рекламная поисковая кампания запущена год назад. Есть срез по аудиториям за год. Правильно ли утверждение, что если по определенным аудиториям есть показы и клики, а нет конверсий, то эти аудитории можно и нужно исключить из показа? Да, это звучит логично, но важный нюанс. Если у вас аудитории в поиске стоят в наблюдении, исключение их просто исключит их из наблюдения. Для того, чтобы оно имело эффект, нужно перейти в режим таргетинг и там исключать аудиторию. То есть тут чуть-чуть, видите, чуть-чуть сложно будет. То есть это больше для того, чтобы найти.
Вот что вы можете сделать. Вы можете для этих аудиторий поставить понижающую ставку. Не исключать их, а понизить сильно для них ставку, чтобы они реже участвовали в аукционах. Да, да, логично. Алексей, как правильно составлять объявления и ключевые слова для запросов для определенного бренда? Например, интернет-магазин насосов. Бренд один, а позиций до 700 штук. Отличается по характеристикам. Самые продаваемые до 300 штук. Ну, для запросов для определенного бренда. Смотрите, если человек ищет определенный бренд, то у него уже сформировавшееся предпочтение. Ну, то есть, смотрите, если, давайте, насосы, может, многим непонятны будут, телевизоры. Вот если я ищу телевизор LG без дальнейших уточнений, дюйма, то у меня есть сформировавшееся предпочтение к бренду LG. Я куплю у вас любой телевизор, но LG. Ну, то есть я сравню и так далее. А если же я гуглю просто купить телевизор 32 дюйма, у меня нет сформировавшегося предпочтения, я куплю, ну, типа, что вы мне там интересного покажете. Исходя из этого, держим в голове, что у человека уже он бренд этих насосов, этих телевизоров ищет. Что ему нужно показать в объявлении? Две вещи. Вещь первая. Если вы эксклюзивный дилер, то есть если это ваши насосы, и вы их продаете, или вы производитель, или вы главный дистрибьютор, вам нужно об этом сказать, что не ищи эти насосы на других сайтах. Мы эксклюзивный, официальный производитель, дистрибьютор на территории этой страны. Если не официальный, не эксклюзивный, через ассортимент показать, что у нас самый полный ассортимент. То есть, смотрите, человеку нужен насос определенной фирмы или телевизор определенной фирмы. Он пойдет и купит там, кто предложит наилучший ассортимент и цену именно по этой фирме. Вот вам нужно продемонстрировать ассортимент, цену, но лучше всего, конечно же, через эксклюзивность. Ну, то есть покупайте у нас, потому что мы официалы, например. Так, Алексей, у нас проблема с аккаунтом. Юрлицо с НДС. Оплата по счетам. Прошли проверку компании, заблокировали платежный профиль. Просят подтвердить адрес договором или платежками с банка. У нас договор закончился, и во время войны оплату за адрес не производили. Обратились к арендодателю за продлением договора. Говорит, уже продали территорию. Сейчас это очень жестко. То есть в двух словах, адрес, на котором платежный профиль компании с НДС в Гугле, адрес больше не существует. Это печаль. Вручную не получается. Google выставил форму на подтверждение адреса и просит загрузить документы. Что подскажете? Может, надо пройти проверку аккаунта, там появится возможность. Я бы долбил техподдержку на английском языке. Я бы писал на украинском, на русском отвечают медленно, долго. Хотя раз на раз, на всех трех бомбите. И на украинском, и на русском, и на английском. И только не надо им вот эту вот ситуацию описывать с у нас типа фиктивный UR-адрес был, он уже продан, и война. Ну, то есть это не поймут в Гугле. Вообще не поймут. Типа, в смысле у вас в компании UR-адрес, который продан кем-то, кому-то, куда-то. Ну, то есть это для них непонятно. Типа, для них, если у тебя UR-адрес, это у тебя офис там стоит. Это у нас UR-адрес можно купить фиктивный и просто письма по нему получать. То есть это для них дико. Поэтому нужно, ну, по-другому, там, переехали или что-то еще. Вот такое объяснять. Но я бы долбил техподдержку. Если там недели 3 не получится, ну, делать, да, через сброс подтверждения, как у вас там. Ренат, приветствую. Сайт создал сторонний разработчик. Установил на него Google Аналитику. При настройке рекламы Google требует установить свой тег для отслеживания. Разработчик говорит, что не нужно ставить еще один тег, замедлит работу сайта. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в данном случае? Не хочется особо зависеть от разработчика. Ставьте второй тег. Что значит замедлит? Ну, как бы на миллиардах сайтах стоит и тег аналитики, и тег Гугла, а именно ваш замедлит, ну, значит, сайт настолько плохо написан или на каком-то старом движке, что его замедлит еще один код. Нормально, ничего, все пусть ставит.
ставите сайт, ставьте код Google Ads, требуйте, ничего тут я не вижу ужасно страшного в замедленні. Олександр, добрий вечір. Яка мінімальна сума бюджету в день має бути для тесту реклами? Яка мінімальна сума бюджету в день має бути для тесту реклами? Дивіться. Для тесту реклами в Узбекистані по запиту там картопля, я думаю, пари доларів на день вистачить. Для тесту реклами в Нью-Йорку по запиту Criminal Solicitors, я думаю, ну, $15 на день треба для тесту. Бачите різницю? Країна, тема, ключові слова, тип реклами. Від $1 до $10 000. Друге питання, чи будуть в нас якісь сертифікати після курсу? Так, після закінчення курсу напишете до техпідтримки, вам випишуть сертифікат. Так. Тут питання закінчилось. Теперь перехожу в чат. Друзья, кто сейчас смотрит, кто еще не написал в чате свой вопрос, у вас есть вопросы наверняка. Пока я читаю вопросы других людей, вы вот сюда вот кнопочку нажимаете, отправить комментарий и задавайте вопросы свои в чат. Чтобы у нас чат наполнялся вопросами, я их читал по порядку. А не как у нас обычно бывает, что я говорю всем пока, все, вопросов нет, а тут возникает, у меня еще есть вопрос. Сейчас его пишите. Игорь, посоветуйте хороший конструктор лендингов, одностраничников для одного товара по аналогу с Shopify с подключением европейских онлайн-оплат. Shopify не подходит. Интересно. Wix? Weblium. Ну, Weblium он украинский, я не уверен, что там Stripe, по-моему, есть, проверьте. Weblium мне нравится. Wix. На Wix не все можно реализовать, но в целом я бы, да, сказал Wix или Weblium. Но такой задачи не решал. Так, можно тут задавать вопрос? Можно. У меня выдает ошибку, не могу запустить рекламу, все по инструкции делал. Окей. Какую рекламу? По какой инструкции? Какую ошибку? Это типа, у меня не едет автомобиль. Что делать? Ну, начиная от того, что бензина нет, заканчивая тем, что там внутри что-то сломалось. У нас есть в курсе модуль 5 «Траблшутинг». Он создан для тех, у кого появились ошибки в рекламе. Заходите в модуль 5, ищите урок, соответствующий вашей проблеме. Проблемы там есть. Реклама не работает, показов нет, кликов нет, чего-то еще нет. Находите этот урок, и там я пошагово рассказываю, куда смотреть, что запускать. Так, сайт «Элитный алкоголь. Деликатесы». Лучше на разные сайты рассадить? Лендинги разные, это понятно. Элитный алкоголь, деликатесы. Смотрите, с точки зрения маркетинга я бы оставил на одном. Потому что мне кажется, что человек, покупающий элитный алкоголь, захочет заесть его деликатесами. А человек, покупающий деликатесы, захочет запить его элитным алкоголем. То есть это такие логичные до продажи. С точки зрения маркетинга я бы оставил на одно. С точки зрения безопасности бренда я бы разнес. Смотря в какой стране тоже. Если у вас в стране законодательство по алкоголю вдруг может измениться, то, ну, например, там, вот было в Казахстане 3 года назад, они запретили рекламу алкоголя жестко, и все сайты, которые были с алкоголем, чуть ли не побанили в Гугле, ну, потому что Google выполняет законодательство стран. И получается ситуация, если на этом сайте помимо алкоголя висели бы еще и деликатесы, то этот алкоголь потопил бы все. Если алкоголь отдельно, то он потопил сам себя. Поэтому если в стране, на которую сайт, законодательство в плане алкоголя не меняется вот так вот, то я бы на одном оставил. Сколько времени Google считает актуальными полученные конверсии? У вас в настройках каждой конверсии, если вы нажмете на конверсию, есть окно конверсии, где вы можете настраивать, сколько дней
сколько времени вы хотите Гуглу сказать, чтобы он считал конверсии. Вот, вы прям руками это задаете. Так, Максим, может ли быть такое, что для бизнеса нельзя найти в Гугле лидов по допустимой для бизнеса цене? Конечно. Смотрите, не следует забывать, что, во-первых, давайте так, как считается допустимая цена лида? Она считается из какой-то статистики. Например, из 100 лид — это человек, который просто оставил заявку. Например, у бизнеса есть статистика, что из 100 людей, которые оставляют заявку, лишь 10 покупают. Вот такая статистика. 100 человек оставили заявку, 10 купили. Те, что купили, приносят там $1000 прибыли. Соответственно, мы можем на лида тратить не больше $10, чтобы бизнес был в нуле хотя бы, да? Но часто бывает, что конкуренты научились выжимать из тех же 100 лидов не 10 оплат, а 30 оплат. Каким образом? Методами продаж. То есть у них отдел продаж сильнее. И конкуренты, а если еще и не один, а несколько конкурентов, научились из тех же 100 лидов выжимать больше продаж, конкуренты будут повышать стоимость лида, потому что у них максималка не 10, как у вас, а 30. И они вас просто задавят и передавят. Соответственно, первая составляющая этого успеха – это отдел продаж. Идем дальше. Лидом мы считаем человека, который оставил на сайте заявку. Оплатим мы за клики. Если на наш сайт зашло 100 человек, а конверсия нашего сайта 1%, то мы, например, зашло 100 человек, мы заплатили за 100 кликов по доллару, пусть будет $100. Мы заплатили $100, и конверсия нашего сайта 1%. Один оставил заявку. Стоимость лида $100. Если мы допилим сайт и поднимем конверсию до 5%, то те же зашедшие 100 человек, за которых мы заплатили $100, совершат 5 заявок. И каждая заявка будет стоить уже $20, а не $100. Соответственно, вторая составляющая – сайт. А вот уже третья – реклама. И когда задается вопрос, а почему у меня не работает реклама, я задаю встречный вопрос. А конкуренты показывают свою рекламу? Если и конкуренты не показывают свою рекламу, то, скорее всего, дохлая ниша или клиенты не особо платежеспособные, или в диджитале, возможно, там как-то по-другому надо рекламировать. Но если показывают рекламу клиенты, значит, у них все ок. Значит, у них отдел... То есть отвечу следующим образом. Бывают ситуации, когда у конкретного бизнеса не получается в Google рекламе найти лидов по допустимой для бизнеса цене. Но в 98% случаев проблема заключалась в слабом отделе продаж и слабой конверсии сайта. Когда вот эти две вещи докручиваются, и вы учитесь с тех же, выжимать намного больше с тех же входящих людей в конверсии и потом в оплаты, то резко оказывается, что вы уже за лид можете платить не $10, а 100, потому что вы научились их очень круто выжимать. Вот такая логика. Так, поисковая, так. Йозеф также было. Убрал ручные ставки и срок окончания рекламы. Заработал. Супер. Так, Игорь, как вы отделяете рекламу для B2B и B2C, если запросы очень похожи, и Google часто показывает запросы для B2C, они не целевые, нужны для B2B? Но это, я так понял, типа там купить дизель-генератор, да, и получается 90% людей ищут маленькие дизель-генераторы для дома, а 10% ищут промышленные там на пару киловатт сразу, мегаватт, не знаю, промышленных, какой там этот мощность. Если такой случай имеется, то приходится работать аудиториями. То есть вы можете в аудитории включить наблюдение, подобавлять разных аудиторий, причем и B2B, и B2C аудитории в компанию добавить в наблюдение. Когда накопится статистика, вы увидите, какие аудитории плохо перформят, какие хорошо. Где конверсия есть, где конверсии нет. И тогда вы тех, кто плохо работает, снижаете ставку, тех, кто хорошо повышаете. Так вы, оставаясь в рамках тех же ключей, для B2C понижаете ставку, для B2B поднимаетесь. То есть вы, как знаете, принцип рычага. Тут то же самое, но вы рычагом, аудиториями их разделяете. Так, чи є смисл налаштовувати Performance Max на лендінг-пейдж, де один товар, тобто для продажу фізичних товарів, не послуг? Звісно.
Звісно, є. У нас купа учнів, які на одиничних товарах і Performance Max дуже круто себе почувають. Там, коли ото хайпи були, там ці спінери, сайт, спінер, Performance, ну тоді Performance Max ще не було. Коротше, нові ці іграшки з Китаю появляються, однозначно чудово все працює. Какой конструктор лучше для юридической компании, юриста? Я бы не сказал, что существуют конструкторы для юристов или косметологов или там других компаний. Я бы сказал, что есть конструкторы для интернет-магазинов и для просто сайтов. Для юридической компании это не интернет-магазин. Я бы, если был бы в Украине, я бы выбрал Weblium Studio. Они там что-то по 350, по $500, прикольные сайты делают, мне нравится. Если не в Украине или дешевле, я бы выбрал Wix, мне кажется, сейчас. То есть раньше я пробовал другие, то есть Wix мне никогда не нравился раньше, но за последние 2 года они сделали настолько, Wix пишется W и X. Они сделали настолько большой рывок в качестве, что я уже смотрю на них, думаю, блин, прикольный конструктор. Поэтому да, Weblium или Wix. Может, кстати, может, у кого-то спросите в нашем чате клуба Игоря Явицкого, там же куча людей. Может, у кого-то уже есть наработки. То есть важно, смотрите, я бы так сказал, важнее не конструктор, а важнее человек, который будет создавать на этом конструкторе сайт. То есть если вы сами будете создавать, ну, то Weblium Wix. Если кому-то поручить, то я бы отталкивался от человека, который имеет опыт в создании похожих лендингов для нотариусов, юристов, адвокатов, для частных практикующих людей. И уже соглашаться на тот конструктор, который использует этот человек. Вот так вот. То есть я бы вам советовал в чат Игоря Явицкого найти, спросить людей, у кого есть опыт в создании для юристов, консультантов, нотариусов, адвокатов, бухгалтеров сайтов, и у него уже спросить, на чем ти предпочитаєш, я тебе заплачу. Я би так делал. При налаштуванні аудиторії, якщо мені з сайту конкурента підходить тільки одна категорія, я візьму посилання на неї. Чи буде розуміти Google, що мене цікавить таргет саме на аудиторію, яка знаходить туди? Так, буде. Але нюанс. Там у Гугла написано, це не точно ті, хто заходили туди, а це люди схожі на тих, що заходили туди. Схожі на тих, що заходили туди. Тобто не саме ті люди, конкретно Іван Іванов, який зайшов і подивився, а люди, що схожі на тих, хто відвідує цю сторінку. Так можна конкретні сторінки. Подскажите, пожалуйста, некоторые страницы сайта еще не индексируются в Search Console, и эти страницы есть в списке конечных URL. Означает ли это не индексируется, не показывается в рекламе? Нет. У Google Search Console свой краулер робот-индексации, у Google свой. Сайт может вообще быть закрыт от индексации в основном поиске, но прекрасно работает в Google Ads. Это вообще разные вещи. Как относитесь к Тильда? Крайне негативно. Почему? Потому что Тильда – это российская компания, которая заблокирована, их сервера заблокированы по всему земному шару. То есть то, что они сейчас работают, например, они в Казахстане, в Узбекистане работают и еще где-то, то, что они сейчас кое-как работают, они там сервера в Европу повыносили, это все временно. То есть, смотрите, если вы находитесь в Казахстане, Узбекистане или Европе и делаете сайт на Тильде, и он пока что работает для ваших клиентов, это отнюдь не означает, что в один прекрасный момент, а один прекрасный момент обычно наступает тогда, когда его не ждешь, сайт просто перестанет открываться для клиентов. Поэтому, делать сайт на Тильде сейчас – это все равно, что закладывать бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвется. То есть рано или поздно, что сейчас сделала Тильда? Чтобы обойти санкции, они открыли компанию в Европе, и сервер разместили один в Европе, и с него, типа, на нем размещают. Но рано или поздно по цепочке найдут, что это аффилированная Тильдой компания, ее прикроют вместе с блокировкой серверов. Поэтому это бомба замедленного действия. Ще цікавить, коли саме актуально створювати розумну пошукову кампанію? Якщо проста пошукова кампанія не приносить конверсії, яка ймовірність, що ситуація виправиться при запуску розумної? Дивіться, якщо проста пошукова не приносить конверсії, тому що реклама погана, то є сенс. Але з мого досвіду завжди, навіть я
не приблизно, хочу сказати, завжди реклама не приносить конверсію, коли щось з сайтом. Тобто, коли реклама приносить мало конверсій, коли реклама приносить дорогі конверсії, можна рекламу допилити. Але якщо зовсім не приносить, зазвичай нюанс в тому, що люди, які ви присилаєте на сайт, не хочуть купувати по якимось причинам на цьому сайті. Тому створення компанії завжди не розумною завжди не буде. Крім того, розумною я не люблю. Дивіться, давай так. Що я розумію під розумною компанією? Я розумію розумну пошукову компанію. Я знаю лише 2 чи 3 кейси, коли вони працювали, і ці компанії запускали дійсно професіонали, у яких всі інші компанії працювали як годинничок, і вони запускали цю як просто допоміжну. Якщо ви маєте на увазі цю саме пошукову, що я сказав, розумну, не запускайте, нічого не допоможе. Якщо ви під розумною розумієте там PMAX, то можна попробувати. Тобто, що ви розумієте? Так, можно ли ожидать, что склепав по-быстрому сайт на Тьюдле, взяв за образец структуру лендинга с вашего сайта и настроить, взяв за образец структуру лендинга с вашего сайта и настроив рекламу, быстро получишь конверсии? Ну, вопрос из разряда, как заработать деньги, как быстренько, налегке заработать деньги. Не знаю. Ну, то есть, это, знаете, можно ли ожидать, что если я дублирую сайт Louis Vuitton и тоже буду продавать сумки по 2-3 тысячи евро, я заработаю миллионы? Ну, теоретически можно, но практически, когда человек заходит на сайт Louis Vuitton, у этого бренда столетняя история, человек вкладывает в ваш сайт знание о истории и уровне бренда. Когда заходит на новый сайт, он просто видит новый сайт, который непонятно, мошенники или кто. Тут то же самое. Когда у меня реклама настроена, если конкретно про мой сайт спрашивают, когда реклама у меня настроена на людей, которые уже видели мои видео в YouTube, они, заходя ко мне на лендинг, видят знакомое лицо. Это тот Игорь, который видосики про Google Ads клепает на YouTube. И они уже ко мне регистрируются, как к человеку, которого они знают. Если вы сейчас по-быстрому клепаете образец, копию моего сайта, вставляете туда свою фотографию и запускаете туда трафик, то люди туда заходят и думают, кто это такой, я его не знаю, что он предлагает, я его не знаю, то не факт. Потому что оно кажется, что ну, как легко, бизнес у него лендос, на него налил рекламу, а на самом деле за бизнесом обычно стоит целая история бренда. Так, WordPress для послуг. Хороший совет, но не всегда у начинающих, кто ищет конструктор, есть возможность воспользоваться WordPress, возможность, желание, умение и так далее. WordPress это уже полноценный CMS, система управления сайтами, не конструктор. То есть для всего разные предназначения, да. Это как, это прикол был. Первую еще машину я выбирал лет 10 назад в автосалоне. И я захожу в автосалон и говорю, на автомат коробку хочу. А рядом стоит парень такой, говорит, ты что, какой автомат, говорит, ты только на механике машину прочувствуешь, только механика должна быть, ты чего, какой автомат, типа не вздумай, машина, ты же должен ее чувствовать, управлять, полное управление, бери только механику. Я говорю, спасибо. Пошел, взял автомат. То есть тут то же самое. Да, как бы с WordPress вы сайт более гибкий сделаете, больше чувствовать, но большинству пользователей нужна автомат. Врубил и поехал. Конструктор сайта блоков накидал и поехал работать. Поэтому тут вопрос такой. Максим, я спрашивал про свои товары, не про рекламу Google рекламы. Какие свои товары? Взяв за образец структуру лендинга с вашего сайта и настроив рекламу, быстро получишь конверсии. С моего сайта? У меня нет на сайте товаров. Если вы имеете в виду структуру из уроков курса, то
Если вашим людям нужен ваш товар, если целевой аудитории нужен ваш товар, и вы в эту структуру вложите правильные, ну, можно структуру взять, а сверху написать: не покупайте этот товар. И говорить, где мои конверсии? Ну, вы поняли логику? Что структура, она, да, опробована, что зачем идет. Но вы же структуру наполняете мыслями, которые в голову клиенту входят. Поэтому да, ответ да. Если взять хорошую структуру, правильную структуру, отработанную структуру, ее наполнить хорошим, сочным, классным контентом, возможно получить конверсию. Так, друзья, вопросов больше вижу нету. Будем прощаться с вами. Еще секунд 30 я жду, если вот тут появляется вопрос, я на них отвечаю. Если не появляется, встречаємося на следующем вебінарі. Так, Ігор, а можу я зробити рекламу в Google Ads не по мережевому маркетингу, а по роботі в інтернеті? Зробити опис компанії і ссылку дати на перехід на чат-бот. Теоретично можете, але робота в інтернеті так само, ну, тобто робота в інтернеті це теж, дивіться, 90% роботи в інтернеті це розвод. І Google це прекрасно знає. І, ну, дивіться, якщо ви зможете описати цю роботу в інтернеті так, що модератор Гугла, який туди зайде, перевірить і зрозуміє, що це не розвод, то можна. Якщо не зможете, то питання часу. Ну, ми ж з вами, давайте, ми з вами дорослі люди. Ми розуміємо, що більшість людей, які приходять в мережевий маркетинг, вони, ну, тобто там, один з сотні щось досягає, інші просто якби варяться там і все. І Google це розуміє, і робота в інтернеті, ну, давайте так, коли роботу в інтернеті пропонує сайт, наприклад, freelancehunt.com або fiverr.com, робота в інтернеті, нормально. На цьому сайті мільйони фрілансерів, мільйони замовників, дійсно робота в інтернеті. Коли робота в інтернеті пропонує односторінковий лендінг, який створений вчора, таке. Але пробувати можна, пробувати варто. Есть возможность настроить средствами Google Ads отправку остатка бюджета на email ежедневно. Да, есть скрипты даже в интернете, я видел, которые в Telegram присылают бюджет. Погуглите. Скрипт, бюджет, Google Ads. Есть программы, ну, скрипти. Так, як порекомендуєте оптимізувати стандартну торгову кампанію на косметику, окрім чистки пошукових термінів і правил фіда по Product Type? Чим можна побороти у видачі гігантів косметики, таких як мейкап? Тайтл та зображення. Працюйте над тайтлами та зображеннями. Дивіться, у мейкапу, наскільки я пам'ятаю, у них є недолік. Доставка деяких позицій 7 плюс днів. Якщо у вас доставка, у вас складська наявність, то ви одразу, і ви про це напишете в наявності, одразу, наприклад, на товар шильдик наявності, на фотку нанесете, у вас вже перевага. Тобто знайти уязвимость в мейкапі, що там може бути, і в цю уязвимість бити, наносячи прямо факти на зображення або у тайтли фіда. Ось таким чином. І зазвичай я рекомендую розносити, у вас зазвичай там будуть топові товари, які круто конвертять, їх в окрему компанію. Тобто одна компанія на всі, або на 3 категорії. Одна компанія на самі топові товари, які круто конвертять, друга на середні, третя на все інше. І бюджети можна коригувати. Как вы считаете, стоит ли создавать несколько сайтов, на один из которых накинуть SEO, на втором Google рекламу? Или все же таки совмещать? Смотрите, давайте так. Если бизнес белый, легальный и на долгосрок, я бы совмещал все на одном. Если что-то там серенькое или на быстренько там поделать рекламу и до свидания, тогда, наверное, на разные. Но если вы строите бизнес на года, делайте все на одном сайте. Люди, это ваша копилочка узнаваемости, один сайт. Люди его насматриваются, запоминают, и потом на вас очень круто реагировать. А когда разные сайты, люди теряются. Що робити, коли старі компанії починають нестабільно дуже працювати? То густо, то пусто.
іноді допомагає створити нову компанію з тими ж налаштуваннями, що були в старій. Це не часто так. Зазвичай оці періоди нестабільності вони чітко пов'язані з сезонністю бізнесу. От, наприклад, останні 2 тижні Чорна п'ятниця у багатьох бізнесів просадка по трафіку. Чому? Тому що гіганти ринку просто ввімкнули всі потужності для того, щоб рекламу пустити просто на максимум. І виходить, середні та дрібні рибки просто сплюснулись. Тобто, якщо це пов'язано з сезонністю, то нічого. Але якщо воно не пов'язане з сезонністю, попробуйте перезапустити. Ситуація: пошукова кампанія, кліків в аналітиці зафіксовано набагато більше, ніж користувачів. Де шукати причину? Чи можуть конкуренти склікувати? Можуть. Як перевірити? Зайти на сервер і подивитись в логах серверу IP-адреси, з яких було склікування. В аналітиці кліків більше, ніж користувачів. Зазвичай кліків більше, ніж користувачів, тому що люди заходять на сайт декілька разів. Це нормально. Я коли щось шукаю, я перший раз пройшовся, потім позачиняв, потім другий раз. Я по 4 рази можу на один і той же сайт заходити, коли я щось шукаю, що мені потрібно. Тому логи сервера перевірити, перевірити, чи ця ситуація виникла після чогось, на якусь дату, що робилося в цю дату. Тобто ресерч провести такий. Как вы считаете, может, сталкивались, какой сайт получает больше конверсий в юридических услугах? Многостраничный или же лендинг? На моей практике лучше всего работает многостраничный сайт, состоящий из кучи лендингов. То есть берется, юридические услуги, их же много. Например, вы работаете там в разных сферах права. Значит, первый лендинг – криминальное право. Отдельный лендинг на криминальное право. Второй – помощь при ДТП. Третий – коммерческое право. Четвертый – уголовное право. Пятый – нотариальное оформление, не знаю, там, помощь при разводе. То есть на каждую отдельную услугу создается... В чем разница? Обычно как люди делают? Они делают так. У меня там 10 услуг есть, я создам сайт, на все эти, у меня будет в меню все эти 10 услуг, и цены я напишу на отдельной страничке. А команду юристов я напишу на отдельной страничке. Я думаю, что человек прочитает об услуге, потом пойдет просмотрит цены, потом пойдет просмотрит команду. Нифига, человек так не будет. Если у вас 10 услуг, каждая страничка с услугой должна быть самодостаточной. То есть на каждой страничке услуги, если это услуга помощь при ДТП, там должны быть цены, там должна быть команда. То есть не ожидайте, что человек пойдет искать у вас в пунктах меню какую-то дополнительную инфу. То есть каждая страничка сайта с услугой должна быть самодостаточной. И на моей памяти достигали наибольшего успеха именно те юридические компании, которые дробили услуги до мелкого. То есть, как можно? Можно написать просто лендинг один, типа мы делаем все для всех. Юридические услуги для любого бизнеса в мире, например, да? Можно написать уже. Юридические услуги для производственных предприятий. Юридические услуги для логистических компаний, юридические услуги для салонов красоты, юридические услуги для медицинских центров. А еще лучше защита интеллектуального права для производственных компаний. Медицинские дела, медицинские суды для медцентров. Корпоративное право для логистических компаний. И когда человек, работающий в логистической компании, у которого проблемы, например, с таможней, таможенные какие-то, нужно с юристами, чтобы юристы его защитили, и он заходит и видит это, у него просто взрыв в голове. Так это что мне надо? Ребята работают с логистическими компаниями в моей сфере. Поэтому совет прямо ваши услуги сделать ресерч ключевых слов, посмотреть, как люди ищут то, что связано с вами, и наделать кучу лендингов. Так. Как часто рекомендуете редактировать описание, ключевые слова? Можно найти несколько раз в день, следя за результатами. Смотрите, ставки можно ставки не чаще раз в день лучше. Корректировки ставок можно часто. Настройки, связанные с географией внутри региона, там можно корректировать часто.
А вот именно ключевые слова я вообще редактировал бы не часто. Ну, раз в месяц, по результатам месяца, когда накопится статистика. То же самое описание, объявление. То есть вопрос, да, верно сказать, пока накопится статистика. Например, у компании, которая тратит там 100 тысяч долларов в день на рекламу, у них статистика каждые 2 дня накапливается такая, что там можно все править. Если же в компании тратится там 100 гривен в день, то нужно месяца 3, наверное, дождаться, чтобы накопить какую-то статистику, чтобы принять решение, что вот эти заголовки хуже, лучше работают. Поэтому по накоплению статистики, правильно ответ. Почему в рекламе с YouTube намного больше кликов, чем почему в рекламе с YouTube намного больше кликов, чем в GA4 или Clarity? Потому что YouTube считает кликом не только переход на ваш сайт, а любое взаимодействие с вашим об'явленням внутрі "Ютуба". Поэтому да, кликів буде більше. Може бути таке, що PMAX з конверсією на створити маршрут і відвідування магазину з'їдає трафік із брендової кампанії? Да, на ботів зливає гроші. Може. Окей. Больше вопросов нету. Увидимся с вами на следующем вебинаре. Всем спасибо за внимание. До встречи. Пока.